Приветствую, друзья, с вами Диас Апокриф. Сегодня мы разберем конфликт Никулина и животного из Иркутска. Так получилось, что я, так как являюсь химиком, буду разбирать все моменты с химиками. Ну а также хочу поблагодарить вас за 150 лайков набранных, которых я у вас просил. Да, может быть, мы даже наберем и 200 лайков, потому что контент должен быть бомбовый. А также я хочу пригласить Никулина и пригласить животное из Иркутска Андрея Сухарева на баттл к барьеру к Дмитрию Головинскому. Я знаю 100%, что вы оба будете смотреть этот ролик, поэтому принимайте такое предложение и вместе хайпанете. По поводу конфликта. Вы утверждаете, что мышечная боль после тренировки должна быть или не должна быть. Я не хочу превращаться в йети, я не хочу какие-то исследования читать, еще что-то, потому что у меня полная голова этих исследований. Я хочу больше работать своей головой и по своему опыту, как, например, это делает Александр Никулин. Но когда он лезет из опыта в какие-то исследования, то это вызывает определенный кринж. Если ты не умеешь читать исследования, лучше на своем опыте делай то, что ты делаешь, вот и все. То, что у тебя не болит ничего, это не значит, что, допустим, оно будет расти или не будет расти. Это зависит от твоего, скорее всего, питания и интенсивности твоих тренировок. Если ты это делаешь часто, то через какой-то промежуток времени твой цитокинез, по-научному, да, объясняя, он замедляется, он как бы нивелируется, потому что мышцы адаптируются, но они, к сожалению, не растут. То, что ты добавляешь там больше фарм или какие-то меняешь препараты, оно может как-то шокировать твои мышцы, да, но тем не менее в основном это все в большинстве своем гидравлические эффекты, вода и прочее. Миофибрилы, они синтезируются очень неохотно, потому что там есть кровеносные сосуды, которые зажимаются и доставляют дискомфорт. То есть, можно так сказать, миофибрилы больше превращаются в сухожилия, потому что они омываются меньше кровью из-за того, что к ним перекрыть доступ к сосудов кровообращения. Вот, это во-первых. Во-вторых, есть у мышц такие вещи, как ноцицепторы. Ноцицепторы — это рецепторы, которые расположены на стенках фасций, и в том числе на мышечных волокнах, в частности, с дендритами. Они увеличиваются в размерах, например, воспалительные отеки, и придавливают вот эти вот нервы, так сказать. И они начинают болезненно ощущать это все. Если ты принимаешь глютамин или еще какие-то добавки, которые снижают воспалительную активность и снижают вот это болезненное ощущение, то это не значит, что у тебя мышца не болит. Она у тебя просто притуплена. Если мы, например, используем анестезию, то вообще ничего болеть не будет. Лидокаин уколол, все, боли нет, значит мышцы, собственно, недотренированы или еще как-то. Но я расскажу со своего опыта. Я просыпался от боли в спине, именно в мышцах спины, потому что я чуть-чуть мог прокрутиться так на кровати, да, и я просто офигевал от боли, которая вообще вот могла быть мышечная в спине. И, как видите, у меня спина очень сильно выросла. То есть это не говорит о том, что спина болела, значит растет, или не болела, тоже растет. Это говорит о том, что она была повреждена, и она долго восстанавливалась. Поэтому, конечно же, я, так как очень редко тренируюсь, там раз в неделю хожу в зал, спину качаю раз в 2, раз в 3 недели, она у меня, собственно, и восстанавливаться успевает, и растет не хуже, чем росла в натураху, не хуже, чем сейчас на химии, да? No. Поэтому я хочу сказать о том, что боль, она как бы сигнал повреждения определенных частей мышц. Есть крепления, они болят больше всего. То есть в самой фасции вот этой оплетки, там нервных окончаний в 10 раз больше, чем в самой мышечной ткани. Мышца, она по сути не болит особо. Болит как раз вот эта фасция. Давайте возьмем пример. Уколол масло с инъекционным препаратом, да, и он вызвал определенное воспаление ввиду того, что там есть бензиловый спирт. Нога отекла, мышечная ткань опухла, увеличилась, все болит жутко, как будто после тренировки. Это говорит о том, что у меня мышца как бы потренировалась и растет? Нет. Это говорит о том, что у меня мышца повреждена, и нормальный, скажем так, ход событий происходит в мышечной ткани в виде воспалительного процесса. Люди в большинстве своем начинают принимать НПВС. НПВС — это нестероидные противовоспалительные препараты, которые помогают вам не испытывать болезненных ощущений, поднимать тяжелые веса, и при этом будет у вас быстрее все заживляться. Но как бы не так. Дело в том, что когда вы принимаете НПВС, тогда у вас замедляется полностью синтез белка, и как бы больше переходит кальцинирование вот этих самых фасций, вот этих самых мышц, и вместо того, чтобы их наращивать, они их, наоборот, как бы происходит такое костенение. Вот. Что же способствует воспалительному процессу? Питание. Просто банальное питание. Как человек питается, так у него и в мышцах происходит воспалительный процесс. Если у человека преобладает жирная рыба, там, лососевые, допустим, да, там, где есть омега-3, да, то воспалительный процесс уменьшается. А если у человека преобладает арахидоновая кислота в пище, тогда воспалительный процесс усиливается. Так вот, о арахидоновой кислоте хочу поговорить отдельно, и я выпущу ролик или напишу статью в закрытом своем телеграм-канале платном. Кстати, можете
на штрих-код, на вот этот QR-код навести телефоном, и вы перейдете на бесплатный телеграм-канал, а там свяжетесь со мной для того, чтобы вступить в платный. Я эту статью сделаю, чтобы подробно объяснить, как от арахидоновой кислоты могут расти мышцы и чем она может помочь в нашем деле, да, скажем так, накачке мышц, в росте мышечной массы, выходе из плато и прочее. Так вот, арахидоновая кислота как раз провоцирует вот эти провоспалительные процессы, и она улучшает мышечный рост ввиду того, что цитокинез является необходимым условием для синтеза мышечного белка. Чтобы организм понимал, что там есть повреждение, что там есть воспаление. И для того, чтобы это воспаление не было, нужно увеличивать клеточную массу для того, чтобы они метаболизировали цитокины, которые попадают в эти мышцы. Цитокины называются интерлейкин 6-9, там в основном они провоспалительные. И через какой-то промежуток времени мышцы обучаются как раз-таки катаболизировать вот эти воспалительные процессы. Они буквально поглощают интерлейкины, и воспалительных процессов становится меньше. Но цицепторы тоже притупляются, и вы не чувствуете вот этих болезненных ощущений. Но стоит вам 1 месяц без тренировок вообще побыть, у вас боли в мышцах начнутся абсолютно везде. Поэтому вы почувствуете через какое-то время, что ваши мышцы повреждены, что ваши мышцы воспаленные, начнется распад белка, и начнутся все вот эти процессы клеточного апоптоза. Почему так организм делает? Во-первых, ему мышцы не нужны, если он не тренируется. Во-вторых, они создают слишком много потребления пищи, калорийности и так далее. То есть он больше настроен накапливать жир, чем мышцы, потому что мышцы как бы и не работают. Все, я думаю, мы разобрали этот момент. Если кто-то подробностей хочет, заходите в мой закрытый телеграм-канал платный. Там я объясняю все более подробно, я разжевываю. И плюс еще я показываю, как правильно качать мышцы, акцентированные на том, что у вас, допустим, отстает. И более того, как выходить из плато грамотно. С вами был Диас Апокриф. Ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите мои другие ролики. Давайте наберем 200 лайков, вот, и выведем ролик в топ. Репосты делайте для того, чтобы эту информацию узнали все. Всем пока.